Всем привет! Ущелье Горельник. Прошли около километра от входа в него. Сегодня собираемся подняться на гору Часовую. Вот она. Как раз вот по этому гребню, примерно с севера, пойдем на нее. Стартовали от катка Медео. Далее на такси доехали до входа ущелья Горельник. По ущелью Горельник дошли до Орлиного гнезда и начали подъем на Часовую гору. Спустились по крутому, но короткому склону и обратный путь до Медео. Прошли примерно 1,5 км, высота около 2200. Часовая еще ближе, еще лучше виден гребень, к которому будем подниматься. Сначала травянистый, потом насыпной. Сейчас переправимся через речку Горельник, на ее правый берег. Пойдем в сторону Орлиного гнезда. Это наша горка сегодняшняя. Пересекаем остатки лавины весенней. Все завалило тут. Елки вон вековые с корнем или пополам просто срублены. Да, знатно тут все накрыло, перепахало. Весь этот распадочек видоизменился. Через 1:50, пройдя 3,5 км, поднялись к подножью горы Часовой. Скоро начнем подниматься. Высота 2540 метров. Поднимаемся по крутому травянистому склону. Но трава здесь невысокая, уже альпийские луга начинаются, поэтому идти не так уж и трудно. Далеко внизу Орлиное гнездо, уже высота 2800. Подъем очень крутой, по травянистому склону, практически без тропы, но сейчас появилась какая-то видимость. Вот идем по ней. Через 3 с небольшим часа оказалась вершина горы Часовая. 3230 метров. Мы сейчас на высоте 2900 метров. У нас привал. Орлиное гнездо уже скрылось из виду. Вдали виден пик Талгар. Уже до горы по прямой где-то метров 500, наверное. Но это по прямой. А так, наверное, еще около метров 800-900 будем топать. Скоро начнется осыпная часть маршрута. Здесь уже идем по крупным осыпям. Примерно таким же, как, наверное, на Большом Алматинском пике, да? Это не сама вершина. Это еще скальник перед ней. Сейчас путь идет по крупным осыпям, и чем выше поднимаемся, тем эти валуны более подвижные. Надо идти очень осторожно. Помогать руками хорошо. Палки на темляках. Вершина недалеко. А тут кое-где, да и не кое-где, а везде почти на карачках приходится. Вот сейчас вот зеленая полосочка небольшая. Чуть передохнем. Вот так, по крупным осыпям. Потихоньку ползем. С осторожностью, конечно. Вверх. А вон и наша Часовая. Стоит на часах. Ущелье Горельник. Охраняет. Уже недалеко.
Финальный участок скальный. Если здесь крупные осыпи, то там большие скалы. Последние метры перед выходом на Часовую. Есть тропка. Последний участок даже по травянистому склону. Частично травянисто-каменистому. Ей, вот она вершина. С табличкой на макушке. Осталось совсем чуть-чуть. Прошло 5 часов 25 минут. Прошли всего 5 километров. Ну, 110 метров от входа в ущелье Горельник. И поднялись по гребню от Орлиного гнезда на гору Часовую. Такой непростой маршрут получился. Крутой сначала травянистый склон, потом осыпи крупные, кое-где подвижные. Поэтому так долго. Пик Талгар, Талгарский перевал. И тут вершины Малого Матинского ущелья. Школы. Кумертау. Ущелье Горельник. Пик Титова. Далеко еще. Озера Титова, их не видно отсюда. Отрог Горельник. Один медик. Анжелка. Уходим с Часовой по хребту. Дальше на юг. Высота ее не как на карте 3230, а 3249. На табличке указано. iPhone показал 3246. Спускаемся с Часовой, седловины, ущелье Горельник. Так в круговую обойдем Часовую. Спуск седловины, севернее Часовой. Здесь есть тропа, она размечена турами. Например, подошли, следующий, смотрите, где следующий, и идете в его сторону. О, следующий. Скоро уже спустимся на дно. Ущелье Горельник. Это очередной тур. И он впереди следующий. Ну, практически пустой. А потом по тому зеленому перешеечку перейдем. Вот он, осыпь. И выйдем к тропе. К указателю он к тому. Даже ниже, по-моему. И будем обедать. Голодные. Примерно за минут 40 спустились с Часовой. Вот с той зеленой седловинки. Очень удобная тропа. Ну, кто хочет, можете отсюда подниматься на нее. Очень легкий, или как сейчас говорят, лайтовый маршрут. Вот от этого указателя ущелье Горельник. 1,2 км. И указано время 1 час 30 минут. Ну да, где-то так и есть. Ну, наконец-то в ущелье Горельник у нас долгожданный обед. Многослойные бутерброды с курицей, рулетики кабачковые с творожным сыром, бездрожжевой хлеб на закваске, пирог с начинкой из различных фруктов, ну и бутеры с селедочкой, с норвежской. Ох, сейчас как поедим, честно говоря. Ну да. Аж не терпится. Спускаемся вниз по ущелью Горельника. По отличной, удобной, натоптанной тропе. Это не сравнить с теми осыпями, крутым травянистым склоном, по которому мы поднимались. Здесь просто
удовольствие идти. Как вариант подъема на Часовую, этот путь, здесь стартуешь где-то с высоты 2700 метров, поэтому идти меньше подниматься. А рядом вот наш гребень. Тот самый, не самый длинный, наверное, но путь подлиннее. Вот он, крутой травянистый склон. И поляна Орлиного гнезда. Спускаемся к Орлиному гнезду. Замыкаем кольцо. Это наш утренний подъем по этому гребню. Рядом с этой Лютиковой поляной. Очень крутой подъем. Мы сознательно выбрали этот маршрут. Хотелось нам сильно сегодня покарабкаться, полазить по осыпям. Все так и получилось, как мы хотели. Спустились по легкому маршруту.